Всем здравствуйте! Меня зовут Елизавета Резенко, и я рада приветствовать вас на своем канале о дизайне. Если сейчас вы смотрите это видео, тогда, скорее всего, у вас стоит вопрос о том, как найти своего дизайнера, где же его взять, этого чудо-специалиста. И я рада, что вы пришли по адресу, потому что это видео как раз нацелено на то, чтобы вам помочь немного разобраться, какие бывают дизайнеры. Сейчас такое время, когда для того, чтобы найти что-то или кого-то, чаще всего мы обращаемся либо к соцсетям, либо в какие-то поисковые системы. И вот что же происходит, когда открываем мы Google или там Instagram, к примеру, и в поисковике пишем «Дизайн интерьера Киев». И здесь, конечно, понеслось. Миллион предложений. Дизайн интерьера от суперпрофессионалов. Закажите дизайн у нас и получите дверную ручку в подарок. Дизайн интерьера со скидкой в 300%. Соблазнов очень много. И вот как же выбрать своего специалиста, как же сделать правильный выбор и не попасть в просак, в этом я буду вам стараться сейчас помочь. И, в общем, давайте разбираться. Начнем с того, что дизайнеры бывают разные. Есть так званые одиночки. Это дизайнеры, которые работают самостоятельно. Это человек, который выполняет всю работу один, но, возможно, какие-то частичные процессы покупаются. Либо там визуализация, либо чертежи. Но общение заказчика с дизайнером происходит обычно напрямую. Есть студии, это когда один-два, может быть, больше, не знаю, руководителей, на которых лежит полностью вся ответственность, но работу выполняют зачастую сотрудники, работающие в этой студии. Я вам расскажу о плюсах и минусах работы с разными дизайнерами, но хочу предупредить, что это будет все достаточно субъективно, потому что я сейчас буду обобщать, ведь не существует в нашей стране никаких рамок, никаких норм, правил, и вся работа дизайнера основывается либо на своем опыте, либо на опыте других. Когда вы обращаетесь к дизайнеру-одиночке, то ваш проект, скорее всего, будут любить со всех сторон. Ему будут уделять максимальное количество внимания, вам будут предлагать миллион вариантов, и это, конечно же, плюс. Но такая работа может растянуться на века, потому что ресурс временный дизайнера, он ограниченный, он не может выполнять двумя руками миллион процессов сразу, поэтому будет все делать постепенно, и, конечно, это все может растянуться. И это, естественно, минус, но если для вас это не проблема, если у вас есть время, поэтому, видите, здесь, конечно, может быть и плюсом, но в основном, конечно же, это минус. Работа дизайнера, который трудится над вашим проектом самостоятельно, скорее всего, будет стоить дешевле, нежели работа всей целой студии. И это плюс. Но вы должны понимать, что когда вы обращаетесь к человеку, который работает один, то когда он уезжает в отпуск, вы уже, скорее всего, не попросите у него чертежи, к примеру, сантехники в вашей квартире, потому что человек уехал в отпуск. И круто, если он вас об этом хотя бы предупредил. И это тоже минус, как вы уже догадались. Что касается студий, здесь, скорее всего, будет все официально по договору с печатью, и это, естественно, стопроцентный плюс. Но некоторые студии работают таким образом, что вы общаетесь только с проект-менеджером, с директором, с руководителем, вы познакомитесь сразу при подписании договора, и, в принципе, возможно, это будет ваша единственная встреча. И если вдруг процесс студии налажен плохо, и у вас возникнут какие-то спорные моменты, какие-то конфликтные, не дай бог, ситуации, то достучаться до директора вам будет невозможно. Вот у вас есть проект-менеджер, вот у вас есть дизайнер, пожалуйста, разбирайтесь. Доступ к директору у вас будет закрыт. И это, конечно же, минус.
Дизайн-студиям невыгодно растягивать процесс проекта на длительное время, и поэтому зачастую есть детально разработанная действующая схема, которой придерживаются все, и проекты зачастую сдаются вовремя, если нет каких-то, конечно, там задержек со стороны заказчика, и это, конечно же, большой плюс. Теперь минус. В студиях очень часто бывают сильные текучки, и ваш проект может начать один дизайнер, а уже заканчивать его может другой. Может быть даже так, что в середине еще будет третий дизайнер. И будет здорово, если вы этого в принципе не сильно заметите, и это не повлияет на результат. И вот вы уже определились и, возможно, приняли решение для себя, что ваша душа лежит к индивидуалистам или же наоборот, к людям массовой работы, к большому коллективу. И вот вы уже определились с тем, что хотите работать конкретно со студиями. Что же делать дальше? На что нужно обращать внимание, чтобы выбрать из той невероятной массы предложений? Смотрите, первое, на что вы будете обращать, это портфолио. Я вас прошу, никогда не смотрите на портфолио с точки зрения подбора идеального интерьера для себя, потому что в основном дизайнеры работают под клиента. Нет, бывают, конечно же, студии или там дизайнеры, которые работают только в определенном стиле. Тут, конечно, проще, потому что вы выберете то, что вам нравится, и уже пойдете к определенному человеку на определенный стиль. Но когда вы смотрите на портфолио, да, и это может быть либо там на сайте, либо в соцсети, вы тогда просто смотрите на саму подачу, потому что работают люди по-разному. Кто-то делает это все в коллажах, кто-то представляет 3D-визуализацию, у кого-то уже есть фотографии, что, безусловно, очень круто, да, вы сможете видеть уже реализованные проекты. И вы смотрите на подачу, на сами картинки, нравятся они вам или не нравятся. И вот тогда задайте дизайнеру вопрос, будет ли он работать с вашим бюджетом, с вашими пожеланиями, с вашими потребностями, либо же он рассчитывает на то, что вы будете принимать исключительно его видение. Это очень важно. Вот этот вопрос себе поставьте где-то в заметке. Дальше. Вот вы уже выбрали по портфолио, вам понравилось, вы пришли, и вы уже общаетесь с конкретным дизайнером. Что дальше нужно спрашивать? Попросите договор. Классно, очень классно, если это все официально. Если есть договор у человека, не поленитесь, почитайте полностью, прочтите все пункты. Возможно, у вас есть там с кем-то либо проконсультироваться. И пускай в договоре обязательно будут четко прописаны сроки выполнения работ и обязательно, чтобы были пункты оплаты, в какой этап, какую сумму вы должны будете вносить. И чтобы не было пункта, в котором вы будете там доплачивать. Это тоже очень важно. Один из самых важных пунктов, на который вам нужно обращать внимание, это чертежи. Запомните, пожалуйста, чертежи в проекте должны быть обязательно. Если дизайнер вам говорит, что он работает без чертежей, я знаю, что до сих пор встречаются такие. Так вот, если вам специалист заявляет, что достаточно только красивых картинок, пожалуйста, не верьте, это, скорее всего, просто декоратор. И эта функция, конечно, тоже важна, но уже на этапе завершения. А на этапе ремонта вам обязательно понадобятся чертежи. И пускай вам покажут полный список, полный альбом, как это выглядит. Потому что, скорее всего, на сайте или где-то на страничке в Instagram, может, эти чертежи могут быть не представлены, потому что они не такие, скажем так, красивые, как визуализации, поэтому в портфолио их не так много. Но я, например, всегда на первой встрече с заказчиком показываю полный готовый альбом и рассказываю поэтапно, что, зачем, как, и у вас уже есть возможность увидеть, за что вы, собственно, будете платить деньги. И чертежи должны быть обязательно качественные, они должны быть доступны, понятны как вам и обязательно строителям. И, в принципе, сейчас, когда вы приходите в какую-то там ремонтную фирму или же там к ремонтникам каким-то обращаетесь, чаще всего они вам задают вопрос, а у вас есть дизайн-проект? И когда уже у вас будет дизайн-проект, который понятный, то этим строителям будет работать намного проще. И тогда каких-то ошибок избежать будет намного удобнее, правда, поверьте. И еще один очень-очень-очень прям сильно важный пункт
это взаимная симпатия. Поверьте, что обязательно всем должны нравиться, потому что эта работа достаточно плотная по отношению друг к другу, потому что общаться вы с дизайнером будете не одну неделю и чаще даже не один месяц, поэтому нужно, чтобы вам было приятно работать с человеком и чтобы этот дизайнер также симпатизировал вам. Потому что когда вот идет такой процесс, знаете, взаимной симпатии, когда людям интересно друг с другом, то, скорее всего, и результат будет бомбовый. Поэтому, если вы пришли на первую встречу, вам прям сильно нравится портфолио и все, но вам, прям очень некомфортно с человеком, он как-то или высокомерный, дизайнерам просто это очень свойственно, или же, знаете, наоборот, вам кажется, там, что он совсем вас не понимает, не слышит. И все-таки моя рекомендация – сходите еще на встречу с кем-то, потому что если есть какие-то вот недопонимания, сложности, то вам потом просто будет в напряг работать. Процесс создания проекта – это процесс очень творческий, и очень классно, когда у вас есть возможность принимать в этом участие, получать от этого процесса удовольствие, и потом при выполнении ремонта у вас будет уже человек, который вам будет просто как палочка-выручалочка. Мы разобрались с некоторыми основными важными пунктами. И если у вас вдруг еще остались вопросы, пожалуйста, задавайте мне их, я с удовольствием на все отвечу. Надеюсь, что мое видео было вам полезным и внесло какую-то ясность. Я вам желаю находить только своих людей, всегда добрых, хороших людей, которые будут вам только в помощь. С вами была я, Елизавета Резенко. До новых встреч!